Я понятия не имею, куда я зашел, и не факт, что вообще можно мне сюда. Ну а в этой прекрасной комнате, в принципе, нетрудно догадаться, что здесь происходило. У меня такое впечатление, что вся Мальта – это одна сплошная крепость. Этот храм датируется в 4000 году до нашей эры. А это то, что я сейчас должен буду увидеть под землей. Прям хочется так пятерней сюда занырнуть так и пальчики облизать. Доброе утро из Валеты. Сегодня солнечная погода с небольшим ветерком. Мне даже пришлось надеть свою шапку-ушанку. Сегодня я хочу провести свой день в 3 городах, которые напротив Валеты. Их так и называют, как одно целое. Three cities. Над причалом находятся верхние сады барака. Там же есть несколько интересных музеев, в том числе и подземные туннели, где раньше размещался военный штаб. Туда я непременно еще последую в другой день. А пока что я отправлюсь в эти 3 города, которые сейчас напротив меня, и постараюсь за сегодняшний день исследовать там как можно больше интересных мест. Прошелся я немного по переулкам Коспикуа, а теперь буду переходить в город Бирго. Шел я по главной улице, услышал музыку, решил сюда зайти. Я даже знаю, что здесь такое. Я понятия не имею, куда я зашел, и не факт, что вообще можно мне сюда. Похоже, это главная центральная площадь города Бирго. Здесь можно и перекусить что-нибудь. Решил начать я с английского завтрака. Я бы, конечно, предпочел что-нибудь другое, но у меня уже просто нет сил искать. Решил я посетить дворец Инквизитора. Вход сюда стоит 9 евро, но оказывается, можно взять сюда комплексный билет за 13 евро, который включает также крепость в Бирго и еще один мегалитический храм. Все эти места я планировал сегодня посетить, поэтому мне эта скидка только на руку. Дворец Инквизитора был резиденцией Мальтийской инквизиции с 1574 по 1798 года. Здесь была комната надзирателя. В принципе, ничего, так условия. Думаю, ему было вполне себе комфортно, только компьютера не хватало. Ну а в этой прекрасной комнате, в принципе, нетрудно догадаться, что здесь происходило.
теперь самое время посетить местную крепость в городке Биргу. Вообще, у меня такое впечатление, что вся Мальта – это одна сплошная крепость. Похоже, самая высокая точка в этой крепости. И, похоже, отсюда открываются самые лучшие обзоры сразу же на несколько городов. Биргу, Синглея, Бормла. Следующий пункт назначения я решил пройтись около 2 километров из города Биргу в город Паола. В Паоле я планирую посетить 2 доисторических объекта. Это 2 храма, которые также являются объектами ЮНЕСКО. Вот я прибыл в доисторический комплекс, который называется Таршиен, в городе Таршин. На Мальте есть множество мегалитических храмов. 6 из них входят под общим числом в список наследия ЮНЕСКО. Таршиен является одним из них. Эти каменные блоки были обнаружены здесь в 1914 году местными христианами, когда они вспахивали поле. А вообще этот археологический комплекс датируется еще в 2800 году до нашей эры. Представляете? Достаточно комфортные условия здесь сделали для туристов. Сделали такую дорожку по периметру вдоль археологического комплекса, а над самим комплексом сделали такую вот крышу. А на другой стороне находится кладбище. Достаточно интересно здесь, храм не напрягает, и на его посещение не нужно тратить очень много времени. Естественно, здесь не 100%, все натурально, местами здесь реставрировали, что-то перестроили. Взял попробовать местную выпечку, как-то они называют ее пестицирия, что-то такое. Ну, такой пирожок внутри, туна, шпинат, в принципе неплохо. Посреди городка Паола находится такой мегалитический храм. Это подземное сооружение, которое вмещает 34 помещения. И, возможно, это единственное, что я смогу в нем запечатлеть, это вход. Потому что, насколько я знаю, внутри запрещено фотографировать. Здесь можно сделать тур только группой. И билет я заказывал заранее, он стоил так себе недешево, я скажу, 35 евро. Поэтому я ожидаю здесь увидеть нечто особенное.
Этот храм датируется в 4000 году до нашей эры. А это то, что я сейчас должен буду увидеть под землей. Внутри я не смогу это все показать, так вот хотя бы показываю, как это все выглядит на открытках. Только что вышел я из мегалитического храма Хайподжум. И я скажу так, что 35 евро он, конечно, не стоит. Да, интересные подземные помещения, поводили нас, показали, как там жили 6000 лет назад. Посветили фонариком, показали различные комнаты. Вот приблизительно то, что я видел в Торшене, только под землей. В индийском ресторане я заказал себе ножку ягненка и попросил, чтобы это было максимально остро. Оно остро, вкусно. Прям хочется так пятерней сюда занырнуть так и пальчики облизать.